Всем привет! Рад снова видеть вас на канале Под микроскопом. Сегодня у нас эксперимент, который я сам ждал с особым интересом. Мы продолжаем серию испытаний нашатырного спирта на клещах Demodex. Для новичков напомню, что 10 и 5% нашатырный спирт убивали мгновенно, даже не давали шанса клещу Demodex. 2% нашатырки держал клеща минут 10-15, но тогда я сразу после разведения нашатырки капнул, не дал настояться ему. А 1% нашатырки настоял 2 дня, и он убивал уже за 2-4 минуты. А сегодня 0,5%, 0,5%. Раствор, который настаивался 2 месяца. Представляете, сколько времени у него было созреть? Вопрос, хватит ли такой концентрации, чтобы убить Демодекса? Но, друзья, как всегда, важное предупреждение. Я не врач, я обычный парень с микроскопом и богатым внутренним миром. Все, что вы видите, это чистый эксперимент ради науки и любопытства. Не повторяйте этого дома. Если у вас есть проблемы с кожей, идите обязательно к врачу. Знаете, что интересно? Когда я вижу, как растет число подписчиков, у меня появляется больше энергии и идей для новых опытов. Поэтому, если вам нравится наблюдать за микромиром и за тем, как он реагирует на разные вещества, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Это реально помогает развитию канала, а значит, у нас будет еще больше экспериментов. Итак, про сам раствор. Казалось бы, 0,5%, что-то может быть, но поверьте, пахнет он так, что голова кругом. Не так жестко, как 10%, но аммиак все равно чувствуется отчетливо. Представьте себе запах разбавленного моющего средства с сильной щелочью. Вот примерно так. А теперь подумайте, если мне тяжело его нюхать, что будет чувствовать микроскопический клещ, когда на него попадет капля? Идем к главному. Беру скотч, приклеиваю к колбу, смотрим под микроскопом. И сегодня просто урожайный день. Нашел 15 клещей Demodex. Все живы, все активные. И знаете, это идеальная выборка. Много особей, разные размеры, можно будет сравнить результаты. Показываю всех сразу на экране. Вот они, маленькие жильцы нашей кожи. А теперь давайте разберемся с каждым по очереди. Первый клещ – фолликулорум. Добавил каплю. Сначала он оживился, будто пытается уползти. Но на 3 минуте и 30 секунд пришлось добавить еще одну каплю. В итоге 7,5 минуты и конец. Видно, что сопротивлялся, но силы закончились. Клещ второй тоже фолликулорум. Этот товарищ оказался выносливее. Боролся почти 9 минут. Двигался до самого конца. Можно сказать, настоящий боец. Клещ третий, фолликулорум. Очень похож на второго. 9 минут и он погиб. Тут же видно стабильность в реакции. Маленький вопрос для вас, зрители. Как думаете, почему одни клещи умирают быстрее, а другие дольше? Хотя концентрация одна и та же. Пишите свое мнение в комментариях и вместе порассуждаем. Итак, четвертый клещ тоже фолликулорум. Этот удивил. Всего 2,5 минуты и готов. Настоящий слабак среди своих. Видимо, химия попала в клеща очень удачно. Клещ номер 5. Фолликулорум рекордсмен. А вот этот парень стал чемпионом. На 9 минуте добавил каплю, потом еще на 15 минуте, и только к 22 минуте он погиб. Представьте, почти полчаса держался. Вот за что я его и прозвал рекордсменом. Кстати, если хотите, напишите в комментариях, придумайте прозвище этому герою. Может, назовем его железным клещом? Итак, погнали дальше. Клещ шестой. Это Бревис. Бревисы обычно слабее, и этот не стал исключением. Всего 5 минут, и он погиб. Клещ седьмой похож на Бревиса. Не уверен в определении, возможно, я ошибаюсь, но держался целых 9 минут он. Неожиданно долго для предполагаемого Бревиса. Клещ восьмой – молодой фолликулорум. И тут курьез. Он еще и застрял в моей коже, но это его не спасло. 5 минут и все, он погиб. Клещ девятый – фолликулорум. Крупный. Выдумали, крупные живут дольше? Это доказал обратное. 5 минут и конец. Клещ 10 фолликулорум. Средний. На 9 минуте добавил еще каплю. В итоге 17 минут и он погиб.
Средний результат, но уже видно, что добавление новых капель продлевает жизнь, а не сокращает ее. Странно, правда? Клещ 11 Бревис. Держался аж 8 минут. Для Бревиса это много. Может, был очень упертым экземпляром. Клещ 12 Фолликулорум. Средний. Интересный момент. Рядом оказался мой волос. И знаете, что круто? Мы можем сравнить размер. Волос мы видим глазами, а клеща нет. Почему так? Все просто. Волос темный и плотный. Он контрастирует. А клещ полупрозрачный, и глаз его не ловит. Этот клещ оказался самым стойким, 23 минуты. Я добавлял каплю на 13 минуте, и только потом он сдался. Клещ 13 Фолликулорум. 10 минут борьбы и конец. Классический результат. Клещ 14 похож на Бревиса. Могу ошибаться, так что поправьте меня в комментариях. Но он продержался 10 минут. Ну и наконец клещ 15. Малыш. 2 минуты и все. Видимо, мелким гораздо труднее сопротивляться химии. Теперь давайте соберем картину воедино. 0,5% на шатырь все еще смертелен. Время гибели колеблется от 2 минут до 23 минуты. Бревисы в среднем погибают быстрее, фолликулорумы держатся дольше. Размер имеет значение. Крупные выносливее, мелкие погибают быстрее. Почему такой разброс? Думаю, тут работают сразу несколько факторов. Плотность хитиновой оболочки и положение под каплей. Это когда вещество попадает прямо в дыхальце. И третье – индивидуальная выносливость. Интересный момент. Чем дольше раствор стоит, тем он, похоже, сильнее. Возможно, за 2 месяца молекулы аммиака стабилизировались, и это усилило его воздействие. Следующий эксперимент будет 0,2% на штыря. Если он убьет клещей, будем снижать дальше. 0,1%, 0,05%, пока не найдем ту грань, где клещ перестанет умирать. Но повторюсь еще раз. На кожу это наносить нельзя. Это химия, это опасно. Если у вас есть проблемы с кожей, идите обязательно к врачу. И вопросы к вам. В чем бы вы искупали клеща? Самые безумные идеи пишите в комментариях. Второе. Как думаете, почему у разных клещей такое разное время гибели? И третье. Какой из сегодняшних подопытных вас впечатлил больше всего? Рекордсмен на 22 минуты или малыш на 2 минуты? Вот такой эксперимент. Даже 0,5% на шатырке оказался смертельным. Да, медленней, но исход всего один. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, и вместе мы продолжим этот путь. А впереди нас ждут еще более тонкие эксперименты и неожиданные открытия. Спасибо, что были со мной. Увидимся под микроскопом. Всем пока-пока!